Не все люди рождаются здоровыми и красивыми, и иногда гены могут сыграть злую шутку, вызывая редкие болезни. Эти недуги могут сильно изменить внешность и сделать жизнь трудной. В наше время общество стало терпимее, помогает таким людям, лечит их и поддерживает. Но так было не всегда, и раньше отношение к больным было совсем другим. Раньше создавались даже цирки уродов на потеху публики. Хотите узнать, как редкие болезни меняют судьбы и как изменилась жизнь таких людей со временем? Оставайтесь с нами. В прошлом к людям с необычными физическими особенностями относились жестоко. Их часто высмеивали, боялись и считали посланниками темных сил. Let's go. А в Англии XVI века и вовсе придумали особое развлечение – цирк уродов, где таких людей выставляли на показ для всеобщего веселья. Со временем такие шоу стали прибыльным бизнесом, и их гастроли собирали толпы зрителей. В XIX веке Финеас Барнум, знаменитый шоумен, решил возродить этот жанр. Он собрал труппу людей с яркими внешними особенностями, создав невероятное шоу, которое, несмотря на свое зрелище, вызывало смешанные чувства. В Англии к концу XIX века интерес к таким представлениям угас. Наука развенчала мифы о демонах, и люди стали понимать, что эти артисты – просто люди с болезнями, которым не повезло. Платить за такое зрелище стало считаться негуманным. Однако в Америке популярность подобных шоу сохранялась дольше. В 1932 году режиссер Тодд Браунинг даже снял фильм «Уродцы», который шокировал зрителей настолько, что его сильно урезали. Но, несмотря на всю жестокость индустрии, многие артисты смогли обеспечить себе достойную жизнь благодаря шоу. Они заключали контракты, получали хорошие деньги и могли создать семьи. Сегодня мы вспомним самых известных представителей этого странного жанра, чьи имена остались в истории. Джонни Эк, американский артист, был удивительно талантливым человеком, которому, казалось бы, предстояла карьера только в шоу уродцев. Come on now, dog. Однако он доказал, что физические ограничения не могут помешать раскрытию многогранных способностей. Хотя его необычная внешность привлекла внимание киноиндустрии, таланты Джонни шли гораздо дальше. Он стал успешным художником, музыкантом-саксофонистом, фотографом, гимнастом, автогонщиком и даже бизнесменом. Джонни родился с редким синдромом каудальной регрессии, из-за которого у него не развилась нижняя часть тела. Несмотря на это, он научился ходить на руках раньше, чем его брат-близнец Роберт начал ходить на ногах. Его физические особенности не повлияли на умственное развитие, и Джонни посещал школу, как и другие дети. В 12 лет он начал свою карьеру в качестве циркового артиста, представляясь публике как человек без нижней половины туловища. Его ноги были спрятаны под одеждой, и зрители видели только верхнюю часть тела. Вместе с братом Робертом Джонни выступал в цирке, где выполнял невероятные трюки. Он поднимался по лестницам, делал стойку на одной руке и участвовал в фокусах. Come on, man. Когда популярность шоу уродцев начала снижаться, братья нашли свое место в обычной жизни, демонстрируя, что сильный дух и талант могут преодолеть любые преграды. Джейн Барнелл, известная как «Бородатая женщина», стала знаменитой под сценическим именем Леди Ольга. В ее время судьба девочки с такой внешностью не сулила радужных перспектив. Мать продала Джейн в цирк, но когда артистка заболела во время гастролей в Берлине, ее просто выгнали. Однако благодаря поддержке знакомого силача Джейн снова вернулась в цирк. За свою карьеру она сменила несколько сценических имен, пока не остановилась на эффектном «Леди Ольга Родерик». На тот момент длина ее бороды уже достигала 30 сантиметров. Большую часть жизни леди Ольга провела в гастролях с различными цирковыми труппами, принимала участие в выставках и даже успела сняться в фильме Тодда Браунинга «Уродцы», о котором уже говорилось. Хотя фильм шокировал зрителей и самих героев, он стал частью ее артистической карьеры.
Несмотря на необычную внешность, борода не стала препятствием в ее личной жизни. Джейн побывала замужем 4 раза. Ее последний супруг был бывшим клоуном и уличным зазывалой, который затем стал ее менеджером. Шлици, несмотря на то, что его называли последним из ацтеков, скорее всего родился не в Мексике, а в Нью-Йорке, что подтверждает надпись на его могиле. What? С рождения мальчик страдал микроцефалией, заболеванием, которое сделало его мозг маленьким, а голову непропорционально большой. Шлици вырос всего до 122 сантиметров, был близоруким и имел интеллектуальные особенности, соответствующие уровню 3-летнего ребенка. Он не мог о себе заботиться самостоятельно и разговаривал очень простыми словами, но, тем не менее, понимал команды и хорошо подражал другим людям. Шлици был добрым и любимым окружающими, которые видели в нем не только артиста, но и милого, живого человека. В цирк мальчик попал, когда его родители продали его, что в те времена не было редкостью. Работодатели становились его опекунами, и их у Шлици было немало. На сцене его представляли то последним ацтеком, то девочкой-обезьяной, а иногда просто неизвестным существом. Чаще всего он выступал в паре с другими артистами, страдающими микроцефалией. В 20-е и 30-е годы Шлици стал настоящей знаменитостью и также снялся в фильме Тодда Браунинга «Уродцы». Bro, what are you talking about, man? Он выступал в знаменитых цирковых труппах, таких как труппа Барнума и Бейли, и продолжал свою карьеру до конца жизни, даже выступая на улицах. К сожалению, Шлици был похоронен в безымянной могиле, но в 2009 году ему установили надгробие, отдавая дань уважения его жизни и карьере. Сиамские близнецы Дейзи и Виолетта Хилтон стали неотъемлемой частью цирковых шоу в начале 20 века. Okay. Девочки родились в Англии в семье незамужней женщины и срослись в области бедер и ягодиц. Имели общее кровообращение, но внутренние органы у каждой были независимыми. Их необычная внешность привлекла внимание супругов Хилтон, которые выкупили девочек и взялись за их обучение танцам и песням. Но за внешне заботливым отношением скрывались жестокие методы. Опекуны не гнушались насилием. Сестры находились под пристальным наблюдением врачей, ведь это был уникальный случай для Англии. Однако ни один хирург не решился на операцию, считая, что разделение близнецов неизбежно приведет к гибели одной из них. Уже в детстве Дейзи и Виолетту начали показывать в цирках, и они гастролировали по всему миру. Но заработанные деньги доставались не им, а их опекунам. В 20-х годах сестры переехали в Америку, где познакомились с актером Бобом Хоупом и иллюзионистом Гарри Гудини. Только в 1931 году им удалось избавиться от контроля опекунов и даже получить финансовую компенсацию. Став свободными, они начали выступать в шоу и водевилях, стремясь доказать свою индивидуальность. Носили разные наряды и окрашивали волосы по-разному. Однако личная жизнь у сестер не сложилась. Несмотря на романы и несколько коротких браков, они так и не смогли найти свое счастье. В последние годы жизни они жили скромно, работая в маленьком магазине. Когда Дейзи умерла от гонконгского гриппа, Виолетта продержалась всего несколько дней после ее смерти. Принц Рандиан, известный как Человек-змея или Живой торс, был яркой фигурой в цирковом искусстве. Хотя его имя звучало величественно, принцем он не был, это был лишь сценический псевдоним. Родился он в 1871 году в Британской Гвиане, нынешней Гаяне, с редким синдромом тетраамелии, из-за которого у него отсутствовали все 4 конечности. Но это не помешало ему стать известным артистом и добиться славы. Благодаря Финиасу Барнуму Рандиан попал в Америку и стал частью цирка уродов. Его костюм создавал вид змеи, а плавные движения с помощью плеч и бедер завораживали публику.
Зрителей особенно поражало, как он скручивал сигареты только губами. Этот трюк был невероятно популярен. Помимо цирка, Рандиан проявил себя в других сферах. Он умел рисовать, писать и даже бриться с помощью специальных приспособлений. Разговаривая на 4 языках, Рандиан был культурно развитым человеком. I'm here to tell you right now. В личной жизни он был женат и имел 5 детей, а его стремление к независимости вдохновляло многих. Его жизнь – пример того, как можно преодолевать трудности, достигать успеха и радоваться жизни, несмотря на любые преграды. А вы бы смогли? Джозеф Меррик, более известный как Человек-слон, стал печальной легендой цирка уродов из-за врожденных болезней, которые сильно изменили его внешность. Родился он в Лондоне в 1862 году в семье ткача. Его мать и сестра также были инвалидами, но у Джозефа уродства начали проявляться только в возрасте около 5 лет. Заболевания, такие как синдром Протея и нейрофиброматоз, сильно деформировали его тело. Кости разрастались, кожа свисала, и он со временем превратился в объект насмешек и презрения. Когда болезнь сделала его работу невозможной, Джозеф оказался на улице, и единственным способом выжить для него стал цирк уродов. Несмотря на суровые условия жизни, в цирке к нему относились с уважением, и он получал хороший заработок. Его история привлекла внимание физиолога Фредерика Тривза, который представил Джозефа научному сообществу в 1884 году. После запрета подобных шоу в Англии Меррик на время покинул страну, но вскоре вернулся. Со временем к его судьбе стали проявлять интерес не только врачи, но и пресса, аристократы и даже королева Виктория. Джозеф начал получать образование, посещать театры, писать прозу и стихи. Несмотря на внешность, его ум и душевные качества раскрылись перед окружающими. Он оказался интеллигентным и тонким человеком, что опровергало представление о его якобы слабоумии. К сожалению, жизнь Джозефа оборвалась рано. В 1890 году он умер во сне. Его голова, ставшая слишком тяжелой, придавила шею. Его история вдохновила множество произведений искусства. На основе его жизни была поставлена бродвейская пьеса, где даже Дэвид Боуи исполнил роль Меррика. А фильм Дэвида Линча «Человек-слон» получил 8 номинаций в премии «Оскар». Трагедия и величие личности Джозефа продолжают трогать сердца и в наши дни. Минни Вулси, девочка из Джорджии, родилась с редким синдромом Секеля, который сделал ее карлицей с необычной внешностью. У нее была маленькая, вытянутая голова, деформированная нижняя челюсть, и она почти не видела. Казалось, что ее ждала печальная судьба, но жизнь изменилась, когда владелец цирка уродцев нашел ее в психиатрической больнице. Минни стали представлять под именем Минни Ха-Ха, наряжая в индейский костюм с пером на голове и заставляя развлекать публику. Хотя поначалу это могло казаться жестоким, Минни постепенно привыкла к вниманию зрителей и даже полюбила танцевать, выплескивая на сцене свои эмоции. После роли в культовом фильме уродцы ее стали называть девочкой-птицей или куку. И она обрела настоящую славу. Этот образ стал настолько популярным, что Минни выступала в цирке до самой своей смерти. Даже сегодня ее имя и легенда продолжают появляться в поп-культуре как символ необычного, но яркого таланта, который не оставляет равнодушным. Элла Харпер вошла в историю цирка под грустным прозвищем «Девочка-верблюд». Ее судьба была предопределена редким заболеванием – рекурвацией коленных суставов, из-за которой она могла передвигаться только на четвереньках. В возрасте всего 12 лет Элла начала свою цирковую карьеру, гастролируя с шоу Харриса «Никель Плейт». За каждую неделю выступлений ей платили приличные по тем временам $200. Людей привлекала реклама. Увидеть очаровательную юную леди, чьи колени и походка напоминают верблюда.
Элла действительно могла ходить только на руках и ногах одновременно, так как ее колени были вывернуты в другую сторону. Несмотря на внимание публики, ее жизнь была полна испытаний. В 1886 году Элла участвовала в фотосессии, благодаря которой мы можем узнать, как она выглядела. Однако вскоре после этого она приняла непростое решение – покинуть цирковую сцену и заняться своим образованием. Она переехала в Нэшвилл, где в 1903 году вышла замуж. Но трагедии продолжали преследовать ее. Их единственный ребенок умер, как и удочеренная девочка позже. Элла Харпер, которая всю жизнь боролась с физическими и эмоциональными испытаниями, остается печальной фигурой в истории, вызывающей искреннюю жалость за все, что ей пришлось пережить. Стефан Бебровский, известный как Человек-лев, удивлял зрителей цирков по всему миру своим необычным внешним видом. Немец польского происхождения страдал от редкого заболевания – гипертрихоза, из-за которого его тело было покрыто густыми волосами с самого детства. Эта особенность проявилась еще во младенчестве, и, испуганные его внешностью, родители отдали мальчика на воспитание в цирк. Цирковые мастера быстро придумали историю для привлечения публики. Якобы, когда его мать была беременна, отца разорвал лев, и именно это объясняет его внешнее сходство с царем зверей. Так, Стефан получил псевдоним Лионель и начал свои гастроли. В 1901 году Бебровский переехал в Америку, где стал звездой цирка Барнума. К тому времени длина волос на его теле достигала 10 сантиметров, и на арене он не только демонстрировал свою внешность, но и показывал гимнастические трюки. Многие называли его переходным звеном между человеком и обезьяной. Emotional, damn it! Но за внешностью дикаря скрывался интеллигентный и образованный человек. Стефан был начитан, владел 5 языками и умел удивлять не только внешне, но и своими знаниями. Со временем он покинул цирковую арену и вернулся на родину, оставив свой яркий след в истории шоу-бизнеса. Эти невероятные истории людей, которые превратили свои физические особенности в способ выживания, показывают, насколько сильным может быть человеческий дух. Они не только выстояли в мире, который часто отвергал их, но и нашли свое место на арене, стали символами силы и выносливости. Но что толкало их на такие поступки? Какая жизнь ждала их вне сцены? Смогли бы вы сделать то же самое, если бы оказались на их месте? Кстати, если вы мечтаете создавать крутые видео и работать над интересными проектами, у вас есть шанс. Если вы разбираетесь в монтаже, графике, озвучке или любите писать увлекательные сценарии, тогда давайте творить вместе. Мы ищем талантливых и креативных людей, готовых стать частью нашей команды. Хотите воплотить свои идеи и сделать что-то по-настоящему классное? Пишите нам в Telegram-бот, ссылка в описании, и присоединяйтесь к созданию новых крутых роликов для нашего канала.